Сегодня я расскажу вам о технологии под названием профилирование. Профилирование – это изменение геометрии лезвия под индивидуальные особенности каждого хоккеиста. Разберем две позиции – защитник и нападающий. Хочу обратить ваше внимание, что на льду у каждого есть своя задача, и она напрямую зависит от позиции игрока. Понятие «универсальный игрок» – понятие ошибочное. Давайте разберем лезвие, которое спрофилировано в стандарте. Радиус лезвия имеет окружность 2,5 метра. У этой окружности есть центр. Центр называется pitch. Это центральная верхняя точка, которая забирает в себя всю нагрузку. Если вы весите примерно 80 килограмм и встаете на радиус спрофилированный по 2,5 метра, то пятно касания на самой центральной верхней точке увеличивается. Тем самым пятно соприкосновения со льдом тоже увеличивается. Увеличивается она при 80 килограммах примерно в 2 сантиметра. Но для защитника, а также для нападающего, это недостаточно. Существует два вида увеличения пятна соприкосновения со льдом. Первый вид – это заточить площадку. Площадка – это старый дедовский способ, который очень сильно влияет на маневренность. Что такое площадка? Площадка – это ровная линия, которая срезает самую верхнюю точку, которую мы рассказывали, pitch, под ровную линию от 4 до 6 сантиметров. Создает ровную линию и увеличивает пятно соприкосновения со льдом на коньке. Но площадка очень сильно влияет на маневренность. Площадка создает большое сопротивление, когда вы поворачиваете так или так. Она создает большое сопротивление, и радиус захода на улитку на ровной площади нужно взять больше. Поэтому в Европе с площадками уже давно не работают. Второй способ увеличить пятно соприкосновения со льдом – это увеличить его окружность, соответственно радиус. Если мы увеличиваем радиус на лезвии, то мы увеличиваем пятно соприкосновения со льдом, на котором вы стоите. Но в Европе пошли гораздо дальше. Там придумали комбинированную окружность. Комбинированная окружность подразумевает под собой то, что на каждой части лезвия свое пятно соприкосновения со льдом. Как известно, каждая часть лезвия отвечает за какое-то свое действие или за свой маневр. Это действие у защитника и у нападающего совершенно разное. И поэтому придумали комбинированную окружность с разными точками соприкосновения со льдом. Сейчас я объясню вам про профилирование для защитника. Для этого нам понадобится лекал Детройт. Существует множество видов этого лекала. Детройт 1, Детройт 2, Детройт 3. Но я расскажу про Детройт 1. Детройт 1 спрофилирован так. Один общий радиус делится на две части, на два радиуса. Эти радиусы по своей геометрии разные. И на каждой части лезвия разное пятно касания со льдом. Тем самым мы добиваемся при разных действиях разное пятно касания. Хлеб защитника – это катание спиной. Защитник должен кататься спиной гораздо быстрее, чем нападающий катит передом. Для этого создана комбинированная окружность. Сзади у Детройта расположена 6-метровая окружность. Под пяточной зоной вырастает нагрузка, когда игрок катит спиной. Потому что конек спроектирован так, что высота пятки выше, чем высота носка. И когда мы перестраиваемся на катание спиной, то вес тела перемещается на пяточную зону. И пятно соприкосновения вырастает в 6 сантиметров. Это нам дает очень хороший контроль на пятке. Мы отвечаем гораздо быстрее на действия нападающего, чем любой другой игрок. В защите всегда играть тяжелее, чем в нападении. И для этого окружности делаются тоже больше. Спереди окружность в 3 метра. Второй хлеб защитника – это бросок от синей линии. Когда мы начинаем бросать поворотом, мы перемещаем свой вес тела на носочную зону. И тогда все наши 80 килограмм давят сюда. Но если у нас здесь нету точки опоры, то мы переваливаемся вперед.
Но радиус Детройт нам не дает этого сделать, потому что на носке у нас профилирован радиус в 3 метра. И когда весь вес свой тела давит на носочную часть, то пятно соприкосновения вырастает до 3 сантиметров. Тут расположена точка опоры, которая не дает нам перевалиться вперед. Тем самым бросок становится точнее и сильнее. Третья часть защитника — это силовые единоборства, которые он должен выигрывать в 90% случаях. Когда у нас один общий радиус, одна общая окружность, то на одной точке баланса очень тяжело устоять. И часто защитники падают то вперед, то назад. Здесь же две точки расположены соосно друг к другу и практически находятся на одной оси. Тем самым не дают конек раскачивать с носка на пятку. И мы стоим гораздо увереннее на коньках, спрофилированных под радиус Детройт. Тем самым мы выигрываем в катании спиной, в силовых единоборствах и в броске от синей линии. Это все самые сильные стороны, которые должен укрепить в себе защитник. Теперь мы будем разбирать лекал под названием Superior. Superior — это радиус, скомбинирован с двух окружностей. Но здесь все гораздо интереснее. В Superior самая верхняя точка, которая находилась раньше посередине, смещена назад, под пятку. Хлеб нападающего — это быстрый и резкий старт. Низкий, агрессивный, с согнутых ног. Нападающий должен стартовать быстрее, чем все остальные игроки на поле. Для этого мы перемещаем самую верхнюю точку под пятку. Соответственно, конек наклоняется вперед. Для этого мы используем лекал Superior. Когда конек наклоняется вперед, нападающий сразу принимает посадку хоккейную. У него согнуты ноги. У него посадка всегда готова для старта. Сзади 70% лезвия спрофилировано под радиус 4,6 метра. Это в 2 раза больше, чем стандартный радиус, и это дает пятно соприкосновения со льдом в 4 сантиметра. Этого хватает для хорошей маневренности. Причем это не является ровной линией, и это не есть площадка. Это просто окружность, на которой можно маневрировать так же, как и на любой другой окружности. Но пятно соприкосновения у этой окружности выше. И поэтому Superior так ценится у профессиональных игроков в НХЛ. Спереди же у нас 20% лезвия занято под радиус 1,5 метра. Чтобы вы понимали, 1,5 метра — это самый маленький радиус хоккея. И чем меньше окружность, тем сильнее она врезается в лед. И когда мы начинаем стартовать, мы перемещаем свой вес тела с пяточной зоны на носочную, и носок больше врезается в лед, когда он спрофилирован под радиус 1,5 метра. И тем самым конек стартует с носочной зоны, без проскальзываний и без потери баланса со льдом. Второе преимущество Superior в дриблинге. Дриблинг — неотъемлемая часть любого нападающего. Дриблинг подразумевает под собой то, что мы перемещаем свой баланс тела на пяточную зону. И когда мы убираем клюшку под себя, мы перемещаем свой вес тела на пятку. На пятке у нас находится самая верхняя точка, которая не дает нам провалиться назад. Тем самым мы можем взять любую амплитуду, и дриблинг становится четче, и движение становится более отработанным. Лекал Superior подразумевает под собой очень хорошую маневренность. За счет того, что на коньке нет ни единой ровной линии, и она не создает большое сопротивление при маневре, то игрок может зайти на улитку с радиусом в меньше метра, тем самым не почувствовать никакого сопротивления. Это и есть третья позиция и третий хлеб нашего защитника. За счет правильно спрофилированного лезвия для нападающего у нас появляется 3 основных момента, которые мы выигрываем. Первое — это отличный, низкий, быстрый, агрессивный старт, который дает нам опорная зона под пяткой и правильный наклон. Второе — это идеальная маневрированность. Маневренность
придает нам то, что нет на коньке и на лезвии ровных линий, которые не создают сопротивления при маневре. Третье – это идеальный дриблинг. Правильно сбалансированное лезвие и правильное распределение нагрузки дает нам уверенность в дриблинге, хорошую стартовую скорость и идеальную маневренность. Сейчас я продемонстрирую, как профилируется лезвие для защитника. Это будет маленький короткий урок для начинающих мастеров. Берется лезвие, вынимается из стакана, конечно, если это возможно. Берется маркер. Отмечается самая высокая точка, по которой мы будем ориентироваться. Включается станок. Станок автоматически настраивает каретку ровно по центру. Лезвие устанавливается ровно по центру нашей каретки. Для этого у нас тут имеется центр обозначения. Мы должны совместить центр на каретке и центр лезвия для правильно спрофилированного лезвия. Берется лекал. Лекал мы взяли для образца Detroit 1. Устанавливаем его в станок. Устанавливаем среднее количество килограмм. У меня это 8. Ставится холостой ход. И выбирается точка, которая мы будем обтачивать, и точка, на которой мы будем заканчивать заточку. Все, мы выбрали ту часть лезвия, которую нам нужно обработать. Отмечаем его маркером, чтобы на втором лезвии сделать точно так же. Все, программируем станок. Профилированное лезвие занимает от 30 до 40 минут. Это очень трудоемкий процесс, но после правильно спрофилированного лезвия вы почувствуете непревзойденную маневренность на льду, хороший накат и правильно отбалансированное лезвие, которое придаст вам устойчивость и хороший дриблинг. Правильно спрофилированное лезвие дает преимущество для каждого типа амплуа. Поэтому подбирайте с умом мастера и оборудование, на котором вы производите профилирование.